Герой нашей сегодняшней истории — охотник по имени Александр. Он живет в России, в Сибири, рядом с живописными лесами и реками. Он родился и вырос в этих краях и никогда не думал покидать родные места. Его жена умерла 5 лет назад, дети выросли и разъехались по стране и иногда заглядывают к старику в гости. У Александра есть верный пес, с которым он делит быт последние 4 года. Летом он ходит за грибами и ягодами в лес, который находится недалеко от дома, а также ловит рыбу на местной реке и собирает березовые ветки для веников. Иногда он выходит поохотиться на местную живность, ведь в сибирских лесах этого добра пруд-пруди. Зимой он часто путешествует по заснеженным лесам вместе с верным компаньоном, своей собакой. Он очень любит уединение на природе, он знает каждый метр леса, он тут вырос, прожил свою жизнь и хочет встретить старость именно в этом месте. Дети часто звали его переехать в город, они знали, что в этих местах водятся злые хищники, но старик постоянно отвечал отказом, мол, это его дом, он тут вырос. И вот однажды с ним приключилась забавная и очень удивительная история. В глубоком лесу, где тени деревьев скрывали тайны и звуки природы наполняли воздух, жила волчиха со своими детенышами. Однажды, во время охоты, она попала в капкан, оставив своих волчат в одиночестве. Осиротевший волчонок по имени Лунный смог вырваться из берлоги и отправился на поиски помощи. Серый волчонок бежал сквозь густую листву, его сердце билось быстрее от страха и беспокойства за свою маму. Вскоре он вышел к опушке леса, где увидел охотника, который собирался отправиться на охоту. Лунный приблизился к охотнику и залаял, обращая на себя внимание. Александр, удивленный неожиданным появлением волка, пригляделся к нему внимательно. Он заметил, что волчонок выглядел напуганно и одиноко. Лунный не переставал лаять и тем самым привлек внимание охотника. Он понял, что что-то случилось, и решил последовать за волчонком. Они шли сквозь густые заросли, навстречу неизвестного. Мужчина не знал, чего ожидать, но его доброе и чуткое сердце подсказывало ему, что кому-то нужна его помощь. Лунный привел охотника обратно в лес, к берлоге, где он жил со своей семьей. Там охотник обнаружил оставленных без присмотра волчат, а сама волчиха была поймана в капкан. Охотник знал, что мама волчонка нуждается в помощи, и он тут же принялся за дело. С помощью ловкости и мастерства, ну и, конечно, топора, охотнику удалось освободить волчиху из капкана. Но это было лишь начало истории. Лапа волчицы была серьезно повреждена, по виду лапы охотник определил, что у нее перелом и ей срочно нужна квалифицированная помощь ветеринара, ведь без этой помощи она могла бы просто умереть. Волчица смотрела на него жалобными глазами, она умоляла о помощи. В этот момент старик понял, во что бы то ни стало помочь волчице. Он вернулся в свой домик, где сразу же связался с местным ветеринаром. Сначала он воспринял идею негативно, но под уговорами старика он согласился, и они вместе выехали на место происшествия. Осмотрев волчицу, ветеринар обрадовал старика. Как оказалось, никакого перелома не было, а просто сильный ушиб и растяжение связок и рваная рана на лапе. Обработав рану и перевязав ее, ветеринар заверил, что волчица поправится в скором времени. Волчонок Лунный был радостен, наблюдая, как его мама освобождается. Семья вновь объединилась, и радость и облегчение наполнили их сердца. Старик каждый день вспоминал волчицу и ее волчат, он переживал, все ли с ними хорошо. И вот его переживание взяло вверх, и он решил наведаться в гости к волкам и проверить, как у них дела. Он аккуратно подошел к тому месту, где в последнее время состоялась встреча с волчьим семейством, и увидел совершенно здоровую и окрепшую волчицу и 3 уже подросших волчат. Александр был очень рад и доволен собой, ведь он спас жизнь целому семейству, а это стоит того. После данного случая охотник понял, что волки не такие уж и злые, как их часто изображают, и что они тоже могут нуждаться в помощи. Он решил больше не охотиться на волков, а даже часто навещал их со своим верным псом, чтобы проверить, нужна ли им помощь. Таким образом,
Охотник Александр спас волчицу из капкана, но в результате он получил нечто гораздо большее. Он нашел новый смысл жизни в своей связи с дикой природой и стал защитником тех, кто нуждался в его помощи. Он проводил больше времени в тайге, у него появился новый смысл жизни, несмотря на годы он обрел настоящее счастье в лесах дикой природы. Его история стала легендой в тайге, и она напоминала всем, что иногда даже самый смелый охотник может найти в себе силы стать защитником тех, кто более уязвим. Так закончилась история о волчонке Лунном, который смог найти помощь у неожиданного друга и вместе с ними обрел счастье и безопасность в своем лесном доме. Что касается охотника, то он поступил как настоящий герой, его доброе и чуткое сердце не осталось равнодушным, и он спас целое семейство.